Эта женщина уснула на стоге сена. То, что произошло дальше, невероятно. Анна была измотана после долгого дня на ферме. Работа была тяжелая, и солнце неумолимо светило с неба. С потным лицом и грязными руками он, не покладая рук, работал, ухаживая за животными и пахая поле. Когда он увидел вдалеке кучу сена, он почувствовал тоску по минуте покоя и расслабления. Наконец, у него был небольшой перерыв. Он прилег на мягкое, ароматное сено и на мгновение закрыл глаза. Тепло сена и мягкий шелест листьев были бальзамом для его утомленных чувств. Солнце ласково ласкало ее лицо, и понемногу она отпускала себя, засыпая, зная, что находится на заслуженном отдыхе. Прошло некоторое время, и затем он почувствовал легкое покалывание на щеке. Сначала он подумал, что это просто ветер или комар, но ощущение становилось сильнее и настойчивее. Он медленно открыл глаза и встретился с большими мягкими глазами своего коня Локка. Конь сидел на ней сверху, опустив голову, нежно облизывая ее, как будто хотел ее разбудить. Улыбка расплылась по лицу Анны. Лок был не просто рабочим животным, но и верным другом, который был с ней много лет. Привязанность, которую он проявлял к ней, была неоспорима. Она погладила его гриву и в этот момент почувствовала с ним глубокую связь. Как будто Лок мог читать ее мысли и знал, что ей нужен момент привязанности. Наконец Анна встала, потянулась и нежно поцеловала Локка в лоб. Она решила вернуть ему часть того, что он ей дал. Он приносил ему пресную воду и еду, тщательно чистил его ящик. Локку, казалось, понравились ее услуги, и он ответил удовлетворенным ржанием. День подходил к концу, и солнце медленно начало садиться, окрашивая небо в теплые золотистые тона. Анна посмотрела на умиротворяющий вид и почувствовала внезапное желание сделать что-то особенное. Он решил покататься на лодке не только для того, чтобы потренировать его, но и для того, чтобы укрепить связь между ними. Он оседлал Локка и забрался на его широкую спину. Они ехали вместе по пологим холмам и полям под шелест ветра и пение птиц. Ночь была прохладной и спокойной, и Анна чувствовала, что растворяется в лодке, пока они скакали через пустыню. Когда они наконец вернулись на ферму, уже темнело. Анна отвела Локка обратно в его ложу, уткнувшись носом в его шею и шепча ему нежные слова. Связь, которую он почувствовал в тот день, была чем-то особенным. Он знал, что должен дорожить этими моментами, потому что они были настоящим сокровищем в его трудной, но полезной жизни на ферме. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.